Зеленский отказался от переговоров. Украинский президент выставил Москву на посмешище. Жесткое обращение к Путину. Трамп лично подписал приговор Кремлю. Публичное унижение. Бывший союзник РФ окончательно выбрал сторону. Оружие поедет в Украину. Казахстан закрывает границу с Россией. Страна поднялась на защиту самого ценного товара в республике. Небоскреб готов обрушиться. Миллионы жителей в эпицентре катастрофы. Эвакуирован целый квартал. Об этом и многом другом к утру 9 июля. Среда позади. Неделя перевалила за экватор, а события только набирают обороты. Спасибо, что вы с нами. В эфире «Нехта». Я Дарья Петрова. Поехали. Зеленский отказался от переговоров? Правда, есть нюанс. От переговоров на условиях Кремля. На пресс-конференции в Анкаре Трамп вдруг подкинул президенту Украины щекотливый вопрос. Поехал бы он в Москву? Дело в том, что Путин, по словам Трампа, зовет провести переговоры именно у себя, в российской столице. Американский президент даже применил ситуацию на себя. Мол, не знаю, я бы на месте Зеленского, может, и съездил бы. А вот украинский лидер от такого гостеприимства вежливо открестился. И причину назвал железную. Это сложно, ведь там многовато украинских дронов. И правда, как ехать в Москву, если там сейчас летают беспилотники? Это же небезопасно. Зеленский и раньше говорил, что к личной встрече с Путиным готов, но на нейтральной площадке. А Кремль уперся. Только Москва. На том пока и разошлись. А вот так, кстати, Россия хочет мира. Продолжается охота на живых людей. В центре Ростова-на-Дону ночью нагрянули с рейдом в клуб. Вроде как искали наркотики. А ушли с уловом посерьезнее, с новобранцами для фронта. Вместе с полицией и Росгвардией, что необычно, заявились военные и стали отлавливать среди посетителей уклонистов. Задержали 35 мужчин. Приехали военные, Следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Все произошло 4 июля, но история всплыла только сейчас. А дальше самое стыдное. Задержанных, по словам их родных, заводили в автобус и совали подписать контракт с Минобороны, якобы на службу в тылу. Кто упирался, тому намекали. С тобой может всякое случиться. Рискуешь сразу оказаться в штурмах. То есть либо подпись, либо мясорубка. И это не первый случай. Похожие облавы гремели в Пензенской области, а в Амурской, по словам правозащитников, мужчину по дороге в магазин затолкали в машину, избили и силой заставили подписать контракт. Миролюбивая держава продолжает пополнять себе армию, вылавливая собственных граждан, чтобы и дальше продолжать захватническую войну. Громкий арест в Москве. Задержан особо опасный преступник, лидер секты, которая явно угрожает национальной безопасности. В российской столице задержали человека, который вот уже 35 лет свято уверен, что Советский Союз никуда не девался. 80-летний Владимир Корякин величает себя ни много ни мало генсеком ЦК Компартии СССР и возглавляет секту с названием «Граждане СССР». Ее адепты, а их по разным оценкам до 10 тысяч, дружно отрицают распад Союза, не признают ни российских паспортов, ни законов. А заодно, что особенно удобно, отказываются платить за коммуналку. Но вишенка вот в чем. По собственным словам, еще в 2019-м Корякин лично ликвидировал Россию со всей ее капиталистической заразой. Это, кстати, была цитата. И даже обращался по этому поводу в ООН. Незадача только, что ликвидированная Россия оказалась вполне себе жива и в ответ упекла генсека под арест за экстремизм. Светит деду до 6 лет. Такая вот загогулина. Страну он вроде упразднил, а сидеть за это будет по ее же законам. Неожиданный разворот. В Москве такого точно не ждали. Президент Турции, страны, что годами ловко балансировала между Киевом и Кремлем, вдруг четко и публично выбрал сторону. И не только на словах. Я заявляю о своей поддержке инициативы Украины по составлению приоритетных списков потребностей. Мы продолжим вносить свой вклад в дополнение к военной поддержке, которую мы оказывали Украине из собственных национальных ресурсов. Поддерживая Украину, мы используем наши каналы связи, чтобы направлять Россию к миру. То есть Анкара не просто продолжит слать оружие, а официально включается в программу ПЮРЛ для Киева. Плюс обещает давить на Москву. Эрдоган еще и напомнил, чей это голос. У Турции, между прочим, крупнейшая сухопутная армия в Европе. А в довесок предложил разместить под крылом НАТО турецкий центр по борьбе с дронами. Сбивать и воздушные, и морские беспилотники. В Кремле к такому явно были не готовы. Единственное, чем ответила Москва – новой порцией абсурда.
Песков попросил Турцию приструнить Киев. Повод – атака по компрессорной станции Краснодарская, по которой в том числе РФ поставляет газ в Турцию. Ну и по привычке пресс-секретарь Путина назвал украинские оборонительные удары терроризмом. Мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий. Из НАТО прозвучало обращение и лично Владимиру Путину. Генеральный секретарь на вопрос журналиста, что бы он сказал хозяину Кремля, заявил следующее. Мое послание заключается в том, что этот альянс, объединяющий миллиард человек, будет защищать каждый дюйм нашей территории. Он не сможет победить НАТО. Мы действуем исключительно в оборонительных целях и никогда ни на кого не нападем. Но мы будем защищать наш образ жизни, наши демократии и нашу территорию. Так что не шутите и не играйте с нами. И сразу переход от слов к делу. Альянс запускает единую систему наблюдения за восточным флангом от Финляндии до Румынии, которая позволит в режиме реального времени отслеживать передвижение российских войск. А вот чем закончился нервный саммит НАТО в Анкаре. И для Киева итог вышел неожиданно добрым. Главное, что Трамп, который ехал туда мрачнее тучи, в итоге подписался под финальной декларацией, а в ней целый пункт про Украину. И он куда весомее дежурных слов. Союзники объединены в непоколебимой поддержке Украины, которая защищает свою свободу, суверенитет и территориальную целостность. Альянс прямым текстом заявил, поддержка Украины должна быть устойчивой, предсказуемой и долгой. На этот год союзники скидываются на 70 миллиардов евро военной помощи. Но самое важное, они пообещали столько же и на 2027. А ведь именно этого больше всего и боялись. Ходили упорные слухи, что помощь на будущий год урежут, что кто-то из европейцев против, например, Италия. Но нет, обязательства в декларацию включили, и Трамп под всем этим поставил подпись. Досталось в документе и Москве. Ее прямо назвали долгосрочной угрозой безопасности Европы. Плюс Альянс подтвердил железное правило – нападение на одного члена НАТО – нападение на всех. Еще одно прямое послание Кремлю. В итоге Кремль получил сразу два прямых послания. Украину бросать никто не собирается. И не стоит проверять на прочность 5-ю статью. Дожили. От России теперь призакрывают границу, чтобы защитить самое дорогое – собственный бензин. И делает это сосед по бывшему Союзу. Казахстан ввел ограничения. Иностранный транспорт может пересекать границу не чаще 1 раза в сутки. Все дело в том, что россияне, оставшись без топлива, повально штурмуют заправки соседей. Прозвали это бензиновым туризмом. Но казахи быстро смекнули, к чему идет. Стали ловить хитрецов с дополнительными баками да канистрами. И только за 2 суток пресекли десятки незаконных попыток вывезти топливо. Основная работа сейчас ведется по выявлению автомобилей с дополнительными топливными баками, которые используются для серого вывоза топлива. Вот вам и великая держава. Собственные граждане катаются за бензином к соседям, а те уже прикрывают лавочку, чтобы самим не остаться на голодном пайке. И это при том, что Казахстан заявлял, что если поступит официальный запрос, Москве они помогут, если еще останется чем. Теперь от россиян не только границы, но и заправки стеречь надо. И не мудрено, что граждане РФ рвутся за топливом к соседям. Свое-то до армии все чаще просто не доезжает. Украина методично перерезает России артерии снабжения, и с каждой неделей все туже. А синт-исследователь Климан Мален подсчитал, только за первую неделю июля зафиксировано больше 240 ударов по российским грузовикам снабжения. Для сравнения, в июне было в среднем 20 машин в день, а теперь уже под 34. Темп нарастает. Особенно достается объезду у Чаплынки в Херсонской области. Этой дорогой россияне вынуждены пользоваться после того, как им повредили мосты у Чангара и Геническа. Около 80 из этих ударов пришлось по бензовозам. Прибавьте сюда недавнюю охоту на топливные танкеры в море и... горючее к российской армии все чаще просто не доезжает. На днях и сам командующий СБС прямо обратился к россиянам. Русский водила-дальнобойщик лавине китайское предупреждение. Твой грузовик – законная военная цель на оккупированной территории. Твои шлепанцы в конце концов расплавятся вместе с педалью газа. Ехай нахуй в Ростов, не оглядываясь. А вот послушают ли они его, скоро узнаем, когда силы беспилотных систем обновят данные уничтоженных целей. А теперь то, что многих возмутит.
Международный олимпийский комитет вдруг решил приоткрыть россиянам дверь обратно в большой спорт. Отстранение, которое держалось с 2023 года, временно сняли и рекомендовали федерациям убрать ограничения с российских атлетов. А глава МОК Кирсти Ковентри все завернула в красивый фантик. Спортсмены не должны отвечать за действия своего правительства. Далеко не все согласились с решением. Легкоатлеты и биатлонисты уже отказались пускать россиян. ФИФА осторожно тянет, изучит решение. А в Киеве шаг МОК прямо назвали тревожным сигналом. Это неуважение к украинскому народу и к тем, кто защищает Украину. Под этим флагом совершаются обстрелы. Меня удивляет, что за 4 года полномасштабного вторжения российский флаг до сих пор не стал триггером для всех. Пока что резче всех высказался глава эстонского МИД. Пока Россия продолжает свою кампанию террора против Украины, МОК предпочел закрыть на это глаза. Это не нейтралитет, это соучастие. Поощрение агрессии лишь провоцирует ее дальнейшее продолжение. Напомним, более 650 украинских спортсменов уже погибли за время российской агрессии. Это те, кто мог бы выступать на этой самой Олимпиаде, но их убила страна, которую сейчас зовут обратно в большой спорт. А как вы относитесь к таким решениям Олимпийского комитета? Поделитесь своим мнением в комментариях. Небоскреб зашатался. Угроза обрушения в 20-миллионном городе. В самом центре Манхэттена в Нью-Йорке может упасть 37-этажный небоскреб. Да не простой, а бывшая штаб-квартира того самого фармгиганта Pfizer. Пожарным сообщили, что с верхних этажей сыпятся кирпичи. А приехав, спасатели обнаружили картину похуже. На 21-м этаже подломились 2 несущие колонны, пошли трещины, просели перекрытия. Здание, по словам властей, буквально продолжает двигаться на глазах, сантиметр за сантиметром. Небоскреб эвакуировали. Жителей срочно расселили. Вокруг оцепили целый квартал. К работе подключили даже дроны, следить за трещинами. Причина, похоже, банальная. Высотку переделывали из офисной в жилую. Надстраивали этажи. Вот старый каркас, видимо, и не выдержал. К счастью, пока что обошлось без пострадавших. Но зрелище, прямо скажем, недоброе. В сердце Нью-Йорка стоит и потрескивает готовый сложиться небоскреб. А теперь на закуску про то, как российская власть заботится о себе. Пока страна стоит в очередях за бензином, депутаты Госдумы не растерялись и надумали выписать себе премии. Досрочно. На круглые 2 миллиарда рублей, по данным ведомостей, расщедрился спикер Володин, а деньги, мол, нашлись за счет экономии думских средств. Вот такая арифметика. Народу пустые баки и темные квартиры, а чинушам премия к отпуску. На этом у меня все. Призываю вас оставлять свои комментарии под видео и приглашаю на вечерний выпуск.